И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. В этом видео я вам покажу и расскажу, как скачать, получается, лаунчер Arizona Games и на какой сборке я играю. Для начала заходим на сайт Arizona. Получается, заходим на сайт arizonarp.com, ссылочка в описании данного видеоролика. Нажимаете, когда заходите, начать кнопку «Начать играть». Вас кидает сразу же в это меню. Тут есть как и для, получается, компьютера, если вы сидите с компьютера, а если вы сидите с телефона, тут есть кнопка «Играть», вот с телефона скачать. И с телефона, с компьютера можно. Нажимаете «Скачать самп». У вас кидается вот это, получается, загрузочную папку вашу. Ждете, когда скачается. Вот уже скачалось. Нажимаете, заходите в свои загрузки, нажимаете на лаунчер Arizona Games Launcher. Запускаете. Выберите так, только для меня. Тут выбирайте, где вы хотите установить данную игру. У меня лично это мой компьютер, диск D, Arizona Games Launcher. Окей. Установить. Устанавливайте. Или обновляйте. Если вам уже скачан, вам надо обновить. Так тоже можно обновить сам лаунчер. Запустить Arizona Games Launcher. Готово. Да, папку уже можете закрыть. Вот у вас запустился сам лаунчер Arizona Roleplay. Наверху вы видите сервера Arizona, Родина, Arizona 5, Жизнь в деревне. И Arizona Трилогия скоро будет. Вот в этом поле у вас сначала будет пустым. Или там будет набрано Arizona Тест. Набирайте свой ник. У меня он личен Даниэл Манчини. Потом, когда вы набрали, получается, свой ник, вы заходите вот в эту, открываете вот эти три полоски, и тут выбираете сервер, на котором вы хотите играть. Я лично играю на Arizona Roleplay сервер Седона. Вы ищете тут Arizona Roleplay сервер Седона и нажимаете тут играть. Но перед тем, как заходите в играть, вот с этого момента начинается объяснение, на какой я сборке играю. У меня лично скачано очень мало. И даже Fast Connect'ов, это ничего у меня нет. У меня лично скачаны все те моды, которые есть в лаунче Arizona Game. Заходите вот тут в моды, и тут, получается, их очень много. Очень много, очень много. Ты можешь посмотреть, какой вам нравится тут скачать. У меня лично скачано Moonloader, он обязательный. Получается, он дает, получается, что? Это мод для GTA San Andreas, стремящийся стать популярным в современной замен Клео. Замен Клео, Луа скриптов, Клео, плагин сам функций и так далее. Чат-калькулятор. Самая полезная функция для тех, кто барыжит. И просто кто не знает математику, чтобы быстро считать. Калькулятор прямо в чате. По слову калькс в чат появится по ним подсказку. Просто можешь все считать. Дальше у меня скачан скрипт на автобазар, чтобы видеть цены автомобилей и в части оповещений, кто за сколько машину выставил и где показывается стрелочкой. Сам полезный, получается, плагин. Мони, получается, скрипт для разделения сумм в чате диалогов, тех здравых табличек запятых. Мони сепар, кто как-то так. Я что по-английски я не очень. Тут для каждого можешь писать описание. Также у меня скачан замена на оружие. Подсчет заработок за сессию. Самые полезные функции. Замена на рабочий транспорт. TMO скринш. Чтобы в чате, около чата показывало время в миллисекундах. Потом у меня еще скачан автоселект спава. Модификация для владельцев ADD VIP. Новые качественные дороги. Сам SAD RX 2.0. Улучшенная карта. Клавиатура и мышь на экране. Полезны для ловцов. Project класс Retex. Пак улучшенных персонажей. Синглэри. Добавляется к солнечные блики на транспорте, как в GTA Vice City. Pinch Finks. Это IC-планификация для GTA с целью которого является при внесении новых функций в скины. И Delete трейлер. Скрипт добавляет возможность цепить прицеп при помощи комбинации клавиш. Вот такие у меня скачаны. Но тут можешь посмотреть, что другое скачать. Для меня это лично самое полезное для тех, кто будет заниматься нефтью, Barrel Stats. Чат Clear, чтобы очищать лишние чаты. Палим из GTA 5 Neon. Многие моды меня не скачаны, потому что у меня почему-то с многими модами игра не запускается. А так у меня еще был скачан Project Inters. Вот этот мод. Палим из GTA 5. Потом у меня было скачано улучшенные текстуры. У меня было еще скачано что?
реал газ, реальная трава. HD растительность. У меня Weibo сканчем что-то не запускается. Также полезная функция сам биндер для сотрудников госструктур. Потом что-то еще полезное, это что скриншаты. Когда вы играете какую-то РПшку, или вам нужно сделать, получается, отдельную РПшку, чтобы было все красиво оформлено, вы в этой функции можете пользоваться скриншата. Центр маркет. Потом что еще? Центр маркет логинс. Тут еще где-то еще какие-то были. Это полезно для бары. Вот бары же на центральном рынке. Так что вам сразу же рекомендую скачать. Mining Tools, это для у тех, кто маленьких фирмы. У меня пока что нет маленьких фирм в игре, я это не скачал. Ну, тут и очень много. И разработчики всегда обновляют сами моды, добавляют новые моды. Так что следи за данным разделом. А теперь переходим в игру. Я вам покажу еще одну функцию, которая у меня скачана. Полетели в игру. Приглашаю вас играть вместе со мной на проекте Arizona Roleplay сервер Седона. Для отличного старта указываю мой ник Даниил Манчини. За что ты получишь на 5-м уровне 300 тысяч, а также на 6-м уровне указываю мой промокод хэштег Манчини и получи 100 тысяч. А если напишешь мне в ВК вместе с скрином ввода промокода, получишь еще 60 тысяч. Также сейчас главная администрация сервера дает возможность игрокам, которые впервые на нашем проекте, либо же перешли с другого сервера, получить небольшие бонусы для старта. Вся информация находится в описании видео, так что я тебя жду. Я вот уже в игре, если что, на сервере Vice City зарабатываю деньги, но это будет касаться, если что, путь до Фомы. Я не знаю, когда он выйдет, но это все деньги я копил на пути Фомы. Так что ждите видеоролик про путь Фомы, там я вам объясню, почему я на Vice City был. Может, я еще не раз полетаю. Так, когда зашли в игру, если у вас скачано, получается, видеокарта GeForce Experience, заходите Alt плюс Z, у вас открывает GeForce Experience. Заходите тут в фильтры, Alt плюс F3. И настраивайте вот такие фильтры. У меня они лично, получается, чтобы добавить фильтр, нажимаете на плюсик и добавляете тут фильтры. Потом, когда добавляете эти фильтры, по очереди добавляем. Сначала экспозиция, контракт, цвет, ночной режим, детализация. Нажимаете на этот значок, и тут настраивать экспозиция на 10, контраст на 0, подсветка 12, тени 16, гамма 0. Потом закрывается, нажимаете на плюсик, добавляется цвет. Цвет оттенка 0, насыщенность 0, температура минус 32, насыщенность 100. Закрывать, добавляется ночной режим. Ночной режим 12%. Детализация. Резкость на 6, четкость минус 100, тонировка HDR 82, блум на 0. Закрываете и нажимаете готово. Ну, считай, и все, у вас получается графика, которая у меня настроена. И это все моды, которые я использую. Также вот этот график, который мы только что показывал, GeForce Experience, вы можете применить на игре на Родины РП. Это тоже, получается, сервера от Arizona Games, только в КРМП. Тоже так же заходите и тоже так же настраиваете. Ну, надеюсь, данный видеоролик, данный видеогайд вам понравился. Вы поняли, какая у меня скачана сборка и как скачать лаунчер Arizona Games. А с вами был, как всегда, я, Михаил, канал Пейкмейкер. Не забудьте понадеяться, скачать видео у себя на экране. А мне лайк, колокольчик и подписка на канал. И всем пока, пока, пока.